Зима в Заречье всегда была злой, но та, что пришла в январе 1947-го, была проклятой. Снег валил трое суток, засыпая избы по самые крыши, сгибая молодые сосны в дугу, превращая мир в глухую, ватную пустоту. Старожилы говорили, такую зиму они помнили только раз, в голодный 21-й, когда в лесу пропал лесник Петрович, а весной нашли только его валенки, стоящие посреди поля, как вкопанные. Внутри валенок были ноги, отрезанные, чистые, без капли крови, будто их сняли скальпелем. Но в округе тогда не было ни одного хирурга. С тех пор Заречье жило по завету: когда снег становится красным на закате, не выходи на околицу. Кто выйдет, тот не вернется. Анна Степановна, самая старая женщина в деревне, помнила этот завет. Она сидела у печки в своей избе, перебирала сушеные грибы и смотрела в замерзшее окно. За окном, сквозь морозные узоры, она видела, как солнце, багровое и больное, садится за лесом. Снег на поляне у околицы вспыхнул алым, прямо как в том 21-м. Она перекрестилась и прошептала: «Проснулся! Опять проснулся!» В ту же ночь пропал Кузьма, самый молодой мужик в деревне. Он пошел проверять капканы на заячьей тропе и не вернулся. Утром его жена, Настасья, нашла на снегу только его шапку. Шапка была цела, но внутри мелкая белая пыль, похожая на толченый мел. Ни крови, ни следов, только странная цепочка вдавленных следов, уходящих в чащу. Следы были нечеловеческие, слишком большие, слишком глубокие, словно по снегу прошло что-то тяжелое, но при этом не оставляющие отпечатков пальцев. Просто широкие, гладкие ямы, как от толстых столбов. Анна Степановна, когда ей рассказали, побледнела. «Это не следы», — сказала она, — «это ветви. Он ходит на ветвях, как на ходулях, чтобы не касаться земли. Земля его помнит и ненавидит». Настасья упала в ноги старухе. «Скажи, что делать? Кузьма, он ведь живой еще, я чую». «Нет, девонька», — покачала головой Анна Степановна. «Кого Виндиго взял, тот уже не живой и не мертвый. Он теперь часть леса, часть голода». Глава 1. Легенда. В ту ночь в избе Анны Степановны собрались все, кто остался. 23 человека, остатки деревни, которая когда-то насчитывала полсотни дворов. Мужчины, женщины, дети. Среди них Илья, вернувшийся с войны инвалид, с пробитым легким и сединой в 30 лет. Он был единственным, кто не боялся. «Сказки, бабка», — сказал Илья, грея руки о кружку с кипятком. «В лесу медведь-шатун, зимой они злые, голодные, а ты про каких-то духов». «Типун тебе на язык», — перебила его Анна Степановна. «Медведь? Медведь не умеет говорить, а он умеет». Она замолчала, оглядела притихшие лица и начала рассказ, который передавала ей ее бабка, а той ее бабка. Рассказ, который был старше самой деревни. Давно, когда здесь еще не было нас, русских,
Тут жили другие люди, народ Манси. Они знали лес, как свои 5 пальцев, и лес их слушался. Но пришел голод, страшный голод, которого не видели даже старики. Зима длилась 2 года, снег не таял, звери ушли, рыба ушла под лед и не вернулась. Люди начали умирать. Сначала дети, потом старики, а потом и молодые охотники. В этом народе был охотник по имени Виндиго, самый сильный, самый быстрый, но он не смог смотреть, как умирает его жена и его маленький сын. Он ушел в лес на охоту и не возвращался 3 дня, а когда вернулся, его глаза были черными, как угли, а губы красными, как кровь. Он принес мясо, свежее, парное. Жена спросила: «Где ты взял?» Он не ответил, он только улыбался, и она увидела, что между его зубов застряли волосы, человеческие волосы. Он убил и съел путника, который заблудился в лесу, но голод не прошел. Теперь он хотел есть всегда, и он начал есть свой народ, одного за другим, пока от стойбища не осталось ничего. Тогда он ушел в лес, в самую чащу, и земля приняла его, но не простила. «И что с ним стало?» — спросил маленький Петька, прижимаясь к матери. «Он стал духом», — ответила Анна Степановна. «Он не умер, Петя, он стал чем-то большим. Он сам голод. Он бродит по лесу и ищет тех, кто тоже голоден. Он зовет их. Он шепчет их имена. Если ты слышишь свой голос в лесу, зовущий тебя, это не ты, это он. Он научился подражать. Он знает все языки. Он знает все имена». «Это просто ветер», — упрямо сказал Илья, но голос его дрогнул. «Ветер, говоришь?» — усмехнулась старуха. «Тогда почему Кузьма пошел в лес, хотя знал, что там метель? Он сказал Настасье, что слышал, как его мать зовет его. А мать его умерла 5 лет назад». В избе повисла тишина, только завивал ветер за стенами, и казалось, что в его завивании слышатся обрывки слов. «Кузька! Кузька! Иди сюда!» Стекла задрожали. Кто-то из женщин вскрикнул. Илья вскочил, схватил топор, стоявший у печи. «Кто здесь?» — крикнул он в темноту. Никто не ответил, только ветер стих так же внезапно, как и начался, а затем из-за двери раздался стук. Тихо, вежливо. Тук, тук, тук. «Открывайте!» — произнес голос. Голос Кузьмы. «Я вернулся, замерз совсем. Пустите погреться!» Настасья рванулась к двери, но Анна Степановна схватила ее за руку с неожиданной для ее возраста силой. «Не смей!» – прошипела она. «Это не он, ты слышишь? Это не Кузьма!» «Как это не он?» – закричала Настасья. «Я его голос знаю!» «А ты посмотри в глазок!» – сказала старуха. Настасья дрожащей рукой отодвинула заслонку и прильнула в маленькое окошко. Снаружи на крыльце стояла фигура, высокая, неестественно высокая, выше человеческого роста. Она была одета в тулуп Кузьмы, но тулуп висел на ней, как на вешалке, а лица не было. Вместо лица черная, бездонная пустота.
из которой торчали два тусклых огонька, глаза без зрачков. «Пустите!» — снова произнес голос, и теперь в нем слышались нотки нетерпения. «Я замерз, я умираю, вы же люди, вы же добрые, вы же не дадите умереть своему!» Он поднял руку, длинную, костлявую, с пальцами, похожими на корни деревьев, и провел по стеклу. На стекле остались 5 глубоких царапин, как от когтей. «Не открывай!» – прошептала Анна Степановна. «Если пустишь, он войдет в дом, а дом – это наша последняя крепость. Земля здесь освящена, он не может переступить порог, пока мы не пригласим». «Но как же Кузьма?» – плакала Настасья. «Где он?» «Он теперь часть леса», – ответила старуха. «Его тело в ветвях, его голос в ветре, а его душа голодна, и она никогда не насытится». Глава 2. Зов. Всю ночь за дверью стояла тишина. Голос Кузьмы больше не звучал, но это не приносило облегчения, потому что вместо голоса пришел звук, гораздо хуже. Чавканье. Медленное, влажное чавканье, доносившееся с крыльца. Кто-то ел. И, судя по хрусту, это были кости. Кости, которые еще не остыли. Настасья рыдала в углу, прижимая к себе маленького Петьку. Илья сидел у двери с топором на коленях и смотрел в темноту. «Если он не уйдет до рассвета, — сказал он, — я выйду к нему. Я видел смерть в окопах. Она не страшнее». «Страшнее, — покачала головой Анна Степановна. — Смерть — это конец, а то, что снаружи, — это вечность. Вечность голода. Ты не представляешь, что такое быть голодным вечно. Нет, Илья, ты не выйдешь. Ты нужен здесь. Ты будешь защищать их, пока я ищу способ». «Какой способ?» — спросил кто-то из мужчин. «Старый способ», — ответила старуха. «Только голод может победить голод». Она подошла к сундуку, стоявшему в углу, и достала оттуда старый потрепанный нож. Лезвие было черным от времени, но рукоять, сделанная из корня, светилась в полумраке странным зеленоватым светом. «Это нож того самого Виндиго», — сказала она. «Его сделали из его собственной берцовой кости после того, как его дух ушел в лес. Говорят, если этим ножом ударить в сердце того, кого он превратил в своего слугу, дух вернется в тело, а затем его можно будет убить. По-настоящему». «А где мы найдем его слугу?» — спросил Илья. «Кузьма», — ответила старуха. «Если он еще человек, если в нем есть хоть капля крови, мы можем его спасти и через него убить духа». «Но как мы выманим Кузьму?» — спросила Настасья, поднимая заплаканное лицо. «Он придет сам», — ответила Анна Степановна. «Голодный всегда идет на запах еды». Она достала из печи чугунок с кашей, поставила его на стол и открыла заслонку. Пар, густой и ароматный, поплыл по избе, но вместо того, чтобы приятно пахнуть, он вдруг стал отдавать гнилью. Каша на глазах начала чернеть, покрываться плесенью. Анна Степановна перекрестилась. «Он почуял», — сказала она. «Будьте готовы, идите в углы, берите кто что может. Нож я отдам самому быстрому». Она посмотрела на Илью. «Возьми», — сказала она, протягивая нож.
У тебя рука твердая и сердце холодное. Ты не побоишься ударить, если надо будет, даже если это будет твой друг». Илья сжал рукоять. Нож был теплым, живым. Он пульсировал в его руке, как второе сердце. «Я готов», — сказал он. В этот момент дверь снова вздрогнула, но не от стука, от того, что ее начали грызть. Зубы скрежетали по дереву, оставляя глубокие борозды. Голос Кузьмы, теперь уже хриплый и звериный, прокричал: «Я чую вас, я чую ваши сердца, такие теплые, такие вкусные. Отдайте мне свои сердца!» «Держитесь!» — крикнул Илья, вставая в дверном проеме. Дерево треснуло, в щель просунулась рука, костлявая, с когтями, которые царапали пол. Она металась, ища жертву, но Илья рубанул по ней топором. Рука дернулась, и из нее пошла черная, вонючая жижа. Запах разложения заполнил избу. «Его нельзя убить железом!» — закричала Анна Степановна. «Только ножом, в сердце! Жди!» Илья отступил, рука исчезла, но дверь продолжала трещать, и вдруг все стихло. Абсолютно. Ни ветра, ни скрежета. «Он ушел?» – прошептал Петька. «Нет», – ответила Анна Степановна. «Он ждет. Он голод. Голод не уходит. Он просто ждет, когда ты сдашься». Тишина длилась минуту, вторую. Затем раздался звук шагов, но не снаружи, сверху, на крыше. Кто-то большой, тяжелый, ходил по соломенной крыше, скребся когтями. «Он ищет лазейку», – прошептал Илья. И в этот момент солома над печью разорвалась. Внутрь избы ввалилась голова. Это была голова Кузьмы, но она была огромной, раза в 2 больше обычной. Кожа обтягивала череп, как пергамент, глаза горели красным, а пасть была полна игл вместо зубов. Он смотрел прямо на Настасью. «Жена!» – прошептал он. «Я так хочу тебя съесть, любовь моя, самая вкусная!» Настасья закричала и упала в обморок. Петька заплакал. Илья, не раздумывая, бросил топор в потолок. Топор вонзился в череп, но голова лишь засмеялась. Сухим, скрежущим смехом. «Глупый! — сказала голова. Ты не можешь убить меня железом, только ножом, но для этого тебе надо подойти ко мне близко, а ты боишься». Илья сжал нож в руке. Он чувствовал, как тот пульсирует, как манит его вверх, к этой твари. «Я не боюсь», — сказал он и шагнул к печи. Но в этот момент Анна Степановна остановила его. «Стой», — сказала она, — «это не он, это приманка. Он хочет, чтобы ты подошел к печи, а сам в это время войдет в дверь. Слышишь?» Илья прислушался. Дверь снова начала скрежетать, и голос уже не Кузьмы, а самого леса говорил из-за двери. «Пусти меня, я хочу есть, я хочу есть уже 100 лет, я устал быть голодным, дай мне съесть тебя, и тогда я уйду, обещаю». «Ври больше!» — крикнула Анна Степановна, вставая перед дверью. «Ты не уйдешь, ты никогда не уйдешь. Ты голод, у которого нет конца. Но у нас есть способ заткнуть тебя навсегда». Она повернулась к Илье. Он внутри Кузьмы,
Прямо сейчас, в той голове наверху. Если ты ударишь ножом в глаз, в самый центр, ты поразишь его суть. Он потеряет тело и уйдет обратно в землю. Но ты должен сделать это быстро и не бояться, что он утащит тебя за собой. Потому что если он утащит, мы все умрем. Илья посмотрел вверх. Голова Кузьмы, обезображенная, чудовищная, смотрела на него в ответ. И в глубине ее глаз, там, где пылал красный огонь, он увидел не зло, он увидел страдание. Кузьма был там, запертый внутри собственного черепа, смотрел на свою жену, на свою деревню и не мог ничего сделать. Он был пленником голода. «Прости, Кузьма», – прошептал Илья. «Прости, что я не спас тебя раньше». Он подпрыгнул, ухватился за край дыры в потолке и вонзил нож прямо в глаз чудовища. Раздался звук, похожий на разрыв атмосферы. Голова дернулась, закричала голосом самого леса. Тысячами голосов, мужских, женских, детских. Крик длился секунду, а затем голова обмякла, начала уменьшаться, превращаясь в обычное человеческое лицо. Лицо Кузьмы молодое, изможденное, но человеческое. Он открыл глаза, теперь они были нормальными, карими, как у Настасии. «Спасибо», – прошептал он. «Спасибо, Илья. Забери нож, он теперь твой». Илья вытащил нож. На лезвии не было крови, только черная, как смола, субстанция, которая моментально испарилась. Кузьма соскользнул с крыши, и через мгновение в дверь постучали. Нормально, человеческим стуком. «Откройте», — сказал Кузьма. «Я вернулся, настоящий». Настасья очнулась, подбежала к двери и распахнула ее. На пороге стоял Кузьма, бледный, худой, но живой. «Прости меня», — сказал он, обнимая жену. «Я не мог уйти, он держал меня, но теперь я свободен». Анна Степановна подошла к Илье. «Ты сделал это», — сказала она. «Ты убил его тело, но дух, он все еще здесь, в лесу. Он будет ждать, он всегда будет ждать. Теперь нож твой, ты его хранитель. Когда он вернется, ты должен будешь быть готов». Илья посмотрел на нож. Он больше не пульсировал. Он был просто старым черным клинком. Но на рукояти, там где был корень, появились новые буквы. Старые, мансийские. Он не мог прочитать их, но знал это имя. Его новое имя. Хранитель. Эпилог. Вечная зима. Весна пришла в Заречье поздно. Снег сошел только в апреле. И когда он сошел, жители нашли на краю леса странную вещь. Огромные, вросшие в землю оленьи рога. Они были черными, как обгоревшие, и от них пахло гарью и мясом. Анна Степановна велела закопать их у церкви, но Илья знал, это не конец. Виндиго не умирает, он просто уходит глубоко в землю, в самое сердце леса, и спит. Он будет спать, пока новый голод не разбудит его. Новый голод, новая война, новая зима. Илья уехал из деревни через год. Он ушел в лес, в тайгу, и стал охотником. Но не на зверей. Он стал искать следы древнего голода. Он знал, где есть кровь, там есть он. Через 10 лет в соседней деревне, за 300 верст, пропал ребенок.
Мальчик ушел за грибами и не вернулся. Нашли только его кепку, а внутри мелкий белый песок. Илья приехал туда той же ночью. В руке у него был старый нож, который всегда оставался теплым, несмотря на мороз. Он вошел в лес, в самую чащу, и крикнул: «Выходи, голодный! Выходи, старый! Я пришел! Я помню тебя! Я твой хранитель, и я готов!» В ответ лес зашумел, ветви заскрипели, застонали, и из темноты вышла фигура, высокая, костлявая, с рогами, растущими прямо из черепа, и глаза черные, бездонные, горящие голодом. «Ты не боишься меня?» — прошептал лес. «Я уже не умею бояться», — ответил Илья, сжимая нож. «Но я знаю, как утолить твой голод. Я принес тебе жертву. Не кровь, не плоть. Я принес тебе себя. Я буду твоим стражем, буду держать тебя в земле, пока жив. А умру, придет другой. И так будет всегда, пока люди не перестанут бояться темноты». Виндиго засмеялся. Смех был холодным, как лед. «Тогда ступай за мной, хранитель», — сказал дух. «Дорога долгая, и она никогда не кончается». Илья шагнул в чащу. За его спиной осталась деревня, люди, жизнь. Впереди была только темнота и холод, и нож, который пульсировал в такт его сердцу. Наутро мальчика нашли. Он сидел на опушке, бледный, но живой. Он не помнил, что с ним было, но он помнил одно. Ему приснился высокий человек с седыми волосами, который сказал: «Не ходи в лес, там голод». С тех пор в тех краях появилась новая легенда. Легенда о человеке с черным ножом, который бродит по лесам и защищает людей от злого духа. Говорят, если увидишь его, не бойся, он не тронет, он просто скажет: «Уходи и не оборачивайся». А если услышишь зов из леса, голос, который зовет тебя по имени, не отзывайся. Это не ты, это голод. Он ждет, он всегда ждет, и он никогда не насытится, никогда.